Мне было 73, когда сын впервые приехал с этим лицом. Я сразу узнала это лицо. Он делал его в детстве, когда хотел попросить что-то неловкое. Мнет шапку в руках, смотрит мимо меня, на стену, на окно, на что угодно, только не в глаза. «Мам», — говорит, — «мы тут подумали, ты одна, нам волноваться. Есть один хороший пансионат, недалеко, там все есть. Люди, врачи, мероприятия, мероприятия». Я стояла у плиты и мешала суп, медленно, по кругу, и думала, вот оно, вот пришло то, чего я не хотела называть по имени. Не одиночество, нет, чужое мнение о моем одиночестве. Мне 79 лет, я пережила советскую власть, перестройку, 90-е с их пустыми полками и страшными новостями. Похоронила мужа, похоронила 2 подруг, вырастила 2 сыновей. Я стояла в очередях по 4 часа за сахаром. Я шила детям школьную форму сама, потому что в магазине нужного размера не было. Я работала 30 лет учителем математики и ни разу не пришла на урок неподготовленной. И теперь мне говорят, что я не справлюсь. С чем? С тишиной? Подожди, я расскажу тебе про тишину, но сначала про шум. Потому что они солгали тебе о шуме тоже. Самые одинокие годы моей жизни были не те, что я живу сейчас. Самые одинокие годы — это когда дом был полон. 2 маленькие пижамы на полу в ванной, муж с газетой за столом, свекровь на диване с телевизором, запах котлет, детского шампуня, прокуренного пальто с вешалки. И я посередине всего этого, невидимая. Не потому, что меня не любили, любили, по-своему, как умели. Но я была функцией: мама, жена, невестка, учительница, хозяйка. Я была набором обязанностей с именем, а внутри тихо кричала. Помню одну зиму, мальчики совсем маленькие были, мужу дали премию, поехали в санаторий под Москву. Всей семьей шумно, весело. 15 дней. Лыжи, столовая, настольные игры вечером. Все довольны. Я улыбаюсь на каждой фотографии. И ни на одной фотографии настоящая я. Та, что вернулась домой и проплакала 2 часа в ванной, не зная даже о чем. Вот что такое настоящее одиночество. Не пустая квартира, а полная комната, в которой тебя нет. Они лгут тебе с самого начала, с тех пор, как ты помнишь себя. Говорят, одна значит брошена, тихо значит уныло, пусто значит пусто. Посмотри, сколько вокруг этой идеи выстроено. Журналы, телепередачи, соседские разговоры через забор. Целая индустрия сочувствия к тем, кто живет один. Им нужно, чтобы ты боялась тишины, потому что человек, который не боится тишины, очень трудно управляем. Такой человек не покупает лишнего, не торопится, не соглашается на первое, что предложит. Он сидит со своей чашкой чая и думает сам. А это страшно для тех, кто привык, чтобы ты была занята, встревожена и зависима. Расскажу тебе про свою подругу Галину. Мы знакомы с педагогического института, 50 с лишним лет. Она переехала к дочери 4 года назад. Дочь хорошая, зять приличный человек.
Внуки бегают, смеются. Галина живет в отдельной комнате. У нее есть телевизор, кресло, своя полочка в холодильнике. Когда я ей звоню, она говорит так, будто оглядывается. Да, все хорошо. Да, заботятся. Да, не жалуюсь. А однажды, один раз за 4 года, она сказала мне другое. «Знаешь, Тамара, я разучилась хотеть. Они так хорошо угадывают, что мне нужно, что я уже и не успеваю захотеть сама». Я долго сидела с этими словами, разучилась хотеть. Ее любят полностью, окружили заботой со всех сторон. И в этой любви тихо, бережно, самыми лучшими намерениями стерли ее. Мой муж умер в ноябре, 15 лет назад. Утром он жаловался на спину, к обеду его не стало. Вот так просто, вот так страшно. 38 лет вместе и в один день. Первые 3 недели я не помню почти ничего. Сыновья, соседи, какая-то еда на столе, которую кто-то приносил. Телефон звонил, не переставая. А потом все ушли, и стало тихо. Я помню тот первый вечер по-настоящему одна. Пальто его висело в прихожей. Я не могла его убрать. Оно пахло им, тем особенным запахом, который есть только у одного человека в мире, и который ты не можешь описать словами, потому что это не запах, это человек. Я думала, что сломаюсь. Я не сломалась. Что-то во мне опустилось на дно. Не утонуло, опустилось. Как камень, который, наконец, нашел свое место. И в этой тишине не сразу, не в первую неделю, не в первый месяц я начала слышать себя. Впервые за 40 лет. Знаешь, что никто не говорит вслух? Что многие из нас всю жизнь прожили рядом с собой и ни разу не познакомились. Я была рядом с собой 70 лет и не знала, кто я, если не мама, не жена, не учительница Тамара Николаевна из 32-й школы. Что мне нравится по-настоящему. Не потому, что так принято, не потому, что семья любит, не потому, что «а вдруг обидятся», а мне, лично мне. Оказалось, я не люблю телевизор. Совсем. 30 лет он гудел в углу. Муж любил новости, сыновья мультфильмы, потом спорт. А я сидела рядом и думала, что тоже люблю. Привыкла и решила, что это любовь. Первое, что я сделала, когда осталась одна, выключила его. И не включала 3 дня. На 4-й поняла, мне не нужен. Это было маленькое открытие, смешное почти, но за ним пришли другие. Я не люблю есть торопливо, люблю медленно, с хорошей посудой, пусть даже одна котлета и чай, но красиво. Свечка на столе, хорошая чашка, никуда не торопиться. Я люблю читать ночью, часов до 2. Муж всегда говорил: «Ляг, выспись, что за привычка?» Я ложилась, лежала с закрытыми глазами и думала о недочитанном. Сейчас читаю до 2, до 3, иногда до рассвета. Никто не говорит «ляг», это свобода. Не та громкая, о которой пишут в книгах, тихая, ежедневная, моя. Мне хочется сказать тебе кое-что важное, особенно если тебе сейчас за 60 или за 70,
или уже за 80. Особенно если ты сидишь сейчас в комнате одна, и за окном темно, и кто-то недавно позвонил с хорошими намерениями и тревожным голосом. «Слушай меня». Они перепутали симптом с болезнью. Тишина — не симптом одиночества. Тишина — это пространство. Что ты в нем поставишь — это твой выбор. Одни ставят туда страх, начинают прокручивать. Никому не нужна, забыли, время уходит, вот раньше было. И тишина становится тюрьмой. Другие, и мне понадобилось много лет, чтобы научиться этому, ставят туда себя, садятся в эту тишину, как в хорошее кресло, и живут. Хочу рассказать тебе про одно утро. Прошлой весной, апрель, но уже тепло. Я встала рано. Привычка с учительских лет не лечится. Сварила кофе, настоящий, в турке, как мама делала. Вышла на балкон. 5 утра. Город еще не начался. Небо — тот особенный цвет, который бывает только эти 20 минут перед рассветом. Ни черный, ни синий, что-то свое, без названия. Птицы только начинают. Внизу прошла кошка, деловая по своим делам. И я стояла с этой чашкой и думала, я построила это. Вот это утро я построила. Этот балкон с геранью, эту турку, эту привычку вставать рано и никуда не торопиться. Этот момент, он мой, полностью, без объяснений. Никто не дал мне его, никто не может забрать. В 79 лет я стояла на балконе в 5 утра и была счастлива так, как не умела в 40. Вот чего они не пишут в брошюрах про пансионаты. Мои сыновья хорошие люди. Я говорю это без иронии. Они правда беспокоятся, правда любят, правда хотят, чтобы мне было хорошо. Просто они выросли в мире, который сказал им, одинокая старая женщина — это проблема, которую нужно решить. И они пришли решать. А я не проблема, я человек. С расписанием, привычками, любимой чашкой, любимым временем суток, любимой книжной полкой. С мнением о политике, с раздражением на плохо написанные детективы, с удовольствием от хорошего супа, с жизнью, которая продолжается, которая моя. Когда младший снова заговорил про пансионат, я его выслушала полностью, не перебивала. Он говорил долго, старательно, заготовил аргументы. Потом я сказала: «Саша, я понимаю, что ты беспокоишься, это хорошо. Продолжай беспокоиться, это значит, ты меня любишь. Но я живу здесь, в этой квартире, в этой тишине, и мне в ней хорошо. Если что-то изменится, я скажу первой. А пока хочешь чаю?» Он попил чаю, ушел, позвонил вечером уже другим голосом. «Я хочу сказать тебе кое-что, что, возможно, никто не говорил прямо. Ты имеешь право на свою старость, не на ту, которую придумали дети, не на ту, которую показывают в рекламе. Белые волосы, добрая улыбка, окружена внуками, всем довольна, ни в чем не нуждается. На свою, настоящую. Может, у тебя нет внуков, может, дети далеко, может, муж умер давно, а может, никогда и не было мужа.
Может, ты сидишь сейчас в квартире, где тихо, и за окном чужая жизнь идет мимо, и кто-то тебе сказал, или ты сама себе сказала, что это и есть поражение. Я говорю тебе, нет, это не поражение, это территория, твоя территория, которую ты сама обустраиваешь. Что я потеряла 64 года? Мне было 64, когда я вышла на пенсию. Последний день в школе. Цветы, речи, торт в учительской. Коллеги плакали, я улыбалась. Домой ехала в трамвае и думала, все, теперь что? 30 лет я знала, кто я. Тамара Николаевна, математика, 3-й этаж, кабинет 21. Звонок в 8:15, журнал, мел. А теперь кто? Первые полгода я не знала, что делать с собой. Ходила по квартире, переставляла вещи, звонила знакомым без причины. Начинала читать, откладывала, тосковала по шуму класса. А потом, медленно, как свет приходит зимой, понемногу, начала что-то другое. Я потеряла необходимость быть нужной каждую минуту, эту зависимость. Это постоянное «надо», «должна», «ждут», «не подведи». Я так боялась этой потери, а когда она случилась, оказалось, что я потеряла цепь, не смысл, цепь. Смысл никуда не делся, он просто перестал быть расписанием. Знаешь, что я делаю по вторникам? Хожу на рынок. Не потому, что надо, потому что люблю. Люблю выбирать помидоры. Долго, руками. Нюхать базилик. Разговаривать с теткой, которая продает домашний творог. Ее зовут Роза, она из Узбекистана. У нее 3 детей и очень громкий смех. Мы не дружим, просто каждый вторник разговариваем минут 10 о погоде, о ценах, о ее младшем, который сдает экзамены. Это ничего не значит и значит очень много. Потом иду домой, медленно, через парк, если погода позволяет. Смотрю на деревья, на людей, на собак. Прихожу, готовлю обед. Сижу, ем. С той самой красивой посудой, со свечкой, медленно. День прожит, хорошо прожит. Они лгут тебе, что после определенного возраста жизнь сворачивается, что она идет на убыль, что каждый год это минус что-то: здоровье, память, возможности, люди. Отчасти правда, тело да, оно меняется, колени, давление, буквы в книге стали мельче, или это глаза стали крупнее, не знаю. Но есть кое-что, что не убывает, что пребывает. Понимание. Не мудрость в том красивом книжном смысле, а простое, спокойное понимание, что важно, а что нет, что стоит тратить время, а что нет, перед кем стоит оправдываться и что ответ ни перед кем. В 30 я тратила огромные силы на то, что люди подумают. В 50 меньше, но все равно тратила. В 79 почти ничего не трачу. Это богатство настоящее, которое не отнять. Я думаю иногда о тех женщинах, которым сейчас 60, которые только вышли на пенсию или выходят, которые стоят на этом пороге и смотрят вперед с тревогой, думают, что теперь. Хочу сказать им прямо: сейчас начинается лучшая часть. Не потому, что будет легко,
Не потому, что не будет боли, потерь, болезней. Будут. Но впервые в жизни у тебя будет время, настоящее время, свое. Используй его не на то, чтобы доказать всем, что ты еще ого-го. Используй его на то, чтобы, наконец, познакомиться с собой. Сядь в тишину, не беги из нее. Спроси себя, без спешки, без тревоги, просто из любопытства. Кто ты, если убрать все роли? Ответ придет. Не сразу, но придет. И он будет интереснее, чем ты думаешь. Сын приедет в воскресенье, привезет внука. Тому уже 12, серьезный стал, с телефоном не расстается. Я испеку пирог с яблоками. Мы посидим за столом, поговорим. Мне будет хорошо с ними, а потом они уедут. И снова будет тихо, и я сяду в свое кресло с книгой или просто так. Посмотрю в окно на то, как темнеет небо, на первую звезду, и буду просто быть, без выступления, без аудитории, без необходимости казаться, просто я в своей тишине, в своей жизни. В 79 лет я живу честнее, чем когда-либо жила. Они солгали тебе о тишине, сказали, это пустота. Это не пустота, это пространство. Они солгали тебе об одиночестве, сказали, это наказание. Это не наказание, это возможность. Они солгали тебе о старости, сказали, она забирает. Она и правда забирает, но то, что остается, твое, настоящее твое. То, что всегда было твоим, просто было накрыто шумом. Я хочу спросить тебя, честно, не чтобы утешить, потому что мне правда интересно. Ты сейчас в тишине? Если да, посмотри на нее внимательно. Это не то, чего нужно бояться. Это комната, в которой ты, может быть, еще не жила. Зайди. Там внутри кто-то ждет. Давно ждет. Я надеюсь, ты останешься достаточно долго, чтобы познакомиться.